Япония. Загадочная незнакомая страна, о которой ходят легенды. Страна, где вековые традиции живут рядом с передовыми технологиями. Здесь древние храмы стоят в окружении небоскребов, а обычаи переплетаются с футуризмом. В эту страну невозможно не влюбиться. Поэтому приглашаю вас отправиться вместе с нами в путешествие по Японии. Наше путешествие началось ранним утром поездкой из Лондона в аэропорт. Нам предстоял очень долгий перелет, 11 часов, до Китая. Там должна быть пересадка. Каких-то 11 часов перелета, и мы в Шанхае на пересадке. В Шанхай мы прилетели ранним утром, поэтому аэропорт был пустой, и мне он казался каким-то гигантским и бесконечным. Осталось чуть-чуть. Сейчас через 2 часа будет пересадка. По-моему, около 3 часов еще лететь до Осаки. Там будет около часа дня. Мы просто потеряли ночь и не знаю, как мы будем с этим справляться, досыпать или, возможно, погуляем немного, а потом будем спать. Мы в самолете совсем не спали, но ребенку немного удалось отдохнуть. Пока ничего не понятно. Поездку в Японию мы долго планировали, выбирали маршрут, читали, смотрели, и у нас были очень большие ожидания. И знаете что? Они полностью оправдались. Мы прилетели в Осаку уставшие после долгого перелета и почти сразу поняли, что джетлаг нас все-таки догнал. В итоге мы решили заселиться в наши апартаменты и попробовать хоть немного поспать. Не успели приехать, сразу нашли цветущие деревья. Это так круто. Это настолько красиво, что мы там еще зависли минут на 15. Ребенок делал зарисовки. Небольшой рум-тур. Значит, квартира в Японии. Здесь, я так понимаю, нужно разуться. Здесь у нас интересно, что? Туалет волшебный. Здесь у нас сразу же кухня и хорошая такая для Японии размера спальня. Это какое-то издевательство. То есть приезжаешь в Японию, а потом замеряешь, сколько килограмм ты наел, что ли? После короткого сна, а это было лучшим решением после такого перелета, мы выбрались вечером в центр города. Датанбори, один из главных туристических развлекательных районов Осаки. Там было очень оживленно, толпы людей, яркие неоновые вывески, огромные очереди за уличной едой и в рестораны. Мы поужинали и решили, что нам лучше пойти отдыхать. На следующий день джетлаг снова дал о себе знать, мы проснулись очень рано. Но это оказалось плюсом, город только просыпался. Поэтому мы смогли посетить довольно популярный храм практически без людей. Главная особенность храма – огромная голова льва с раскрытой пастью. Она служит сценой для церемоний и символизирует защиту. Считается, что львиная пасть поглощает неудачи и злое влияние, открывая путь к успеху и благополучию. Для завтрака мы выбрали сетевое кафе, где было более-менее нам понятное меню. Мы еще не были готовы к тому, чтобы изучать, что едят японцы на завтрак. После завтрака мы отправились оформлять себе транспортные карты. Себе мы купили Суйка. Это обычная пополняемая карта, которую можно использовать в метро, автобусах и даже в некоторых магазинах. Купить ее можно прямо в автомате на вокзале. Там же ее легко пополнить наличными или картой. Для ребенка мы оформили карту с детским льготным тарифом. Ее уже нельзя просто купить в автомате. Нужно было идти в специальный офис на вокзале. Там мы предъявили паспорт, который подтверждал его возраст. После оформления карта автоматически списывает половину взрослого тарифа при каждой поездке. Теперь мы можем отправиться к главной достопримечательности Осаки. Мы прилетели в Японию в начале апреля. В большинстве регионов сакура уже отцвела, но в Осаке нам повезло, цветение все еще продолжалось, чему я была безумно рада, потому что это просто невероятно красиво.
Мы приехали к главному замку в Осаке. Вокруг замка находится парк, в котором растет около 3000 деревьев сакуры. Замок Осаки – один из самых известных исторических замков Японии. Его построили, чтобы показать могущество и объединить страну. Сегодняшняя версия – реконструкция, но она точно повторяет оригинальную архитектуру. Мощные каменные стены, зеленая черепичная крыша и позолоченные украшения. Честно говоря, мне было не так интересно изучать сам замок, куда больше удовольствия я получила от прогулок по городу. Весной Осака просто невероятно красивая. Но не забываем, мы путешествуем с ребенком, поэтому мы изучаем еще и все развлечения, которые предоставляет Япония. Например, гачипоны. Боже мой, сколько автоматов с этими игрушками. Выбор просто огромный. Даже я захотела парочку гачипонов. Забегая вперед, я хочу сказать, что в Осаке были самые новые, самые интересные автоматы с гачипонами. После прогулки по городу мы отправились в океанариум. Главная особенность океанариума – это гигантский центральный аквариум, который проходит через несколько этажей. Ощущение просто невероятное. Ты смотришь на этих огромных существ почти на уровне глаз, а потом сверху, снизу, сбоку. Такое окружение создает эффект полного погружения в подводный мир. В океанариуме мы провели больше 3 часов. И если честно, там можно провести еще столько же. Океанариум расположен в очень красивом месте на берегу залива Осаки. После обеда, в этот раз мы обедали в настоящем японском ресторане, мы отправились наблюдать закат. Видимо, от переизбытка впечатлений мы решили добавить еще впечатлений и отправились на колесо обозрения, хотя никто из нас не любит высоту. Это одно из самых высоких колес обозрения в Японии. Его высота 112 метров, а диаметр около 100 метров. Было очень страшно, но и безумно красиво. Обрати внимание, они поставили метки на винты, чтобы посмотреть ось верчения. То есть так они проверяют, что ничего не откручивается. Следующим утром мы отправились на завтрак. Как и положено, в Японии сначала отстояли очередь, но это того стоило, было безумно вкусно. В Японии мы часто повторяли фразу, что все сделано для удобства людей. Например, в метро много автоматов, где ты можешь арендовать себе бокс, который будет раздавать тебе Wi-Fi. А на платформах размечено, где какой вагон останавливается и где в него нужно заходить. После завтрака мы поехали в Нару, древнюю столицу Японии. Мы специально оставляли себе 2 дня в Осаке, чтобы успеть туда съездить. В городе гуляют сотни ручных оленей. Они считаются священными животными и живут здесь свободно уже много веков. Оленей можно кормить специальным печеньем. Оно продается везде. Но будьте осторожны. Олени очень настойчиво требуют угощений.
Они могут бодаться, хватать за одежду, за сумки и даже цапнуть за руку. Я решила перехитрить этих животных и забралась на ступеньки, где им уже не так удобно было нас окружать и бодать. Кроме оленей, Нара славится гигантским буддийским храмом. Здание храма считается одним из крупнейших деревянных строений на планете. Он был основан в 752 году и сыграл ключевую роль в распространении буддизма в Японии. В главном зале находится гигантская бронзовая статуя Будды. Она высотой около 15 метров и весит более 500 тонн. Современное здание – это реконструкция 1709 года, и оно на 30% меньше оригинала. Здание дважды сгорало при пожарах. После второго разрушения храм долгое время не восстанавливали. На тот момент не хватало ресурсов, древесины нужного размера, рабочей силы и, главное, финансов. В главном зале стоит огромная деревянная колонна с круглым отверстием. Это размер ноздри статуи великого Будды. Считается, что если пролезть через эту дырку, то это принесет удачу, здоровье и просветление. Хорошо? После посещения храма мы решили подняться выше по холмам Нары. Там, среди зелени и старых других храмов, открываются потрясающие виды на город и окрестности. Гулять по территории Нара-парка – это особое удовольствие. Здесь царит неповторимая атмосфера спокойствия и гармонии. Вокруг зеленые аллеи, старинные храмы и сотни свободно гуляющих оленей. Каждый шаг будто переносит тебя в другую эпоху, а красота природы и древних построек завораживает. Это место, где хочется просто идти вперед и наслаждаться каждым мгновением.
После прогулки по парку мы направились в сам центр города, чтобы поужинать в одном из известных ресторанов, где подают блюда только из тунца. Мы специально выбирали не туристические маршруты, а шли по тихим жилым улицам, чтобы почувствовать настоящую жизнь японцев, заглянуть в их повседневность и увидеть город с другой стороны. После возвращения из Нары вечером мы решили заглянуть в большой супермаркет в Осаке. Хотелось увидеть, какие товары продаются в японских магазинах, познакомиться с ассортиментом и ценами. Это всегда интересно. Я так понимаю, что это все мармелад. Вот это я думаю. Это кубик. Еще до поездки я видела в интернете видео о том, что в японских магазинах можно сделать шейк из замороженных ягод прямо на месте, и решила обязательно это попробовать. Купила стаканчик с ягодами, пошла к специальному аппарату, поставила внутрь, и он сам все смешал. Буквально через пару секунд готовый свежий шейк. Итак, что мы купили в магазине за 7446 йен? Вина, клубника, красивые сашими за 980 йен, что примерно 4,5 фунта. Даже соевый соус к ним. Овощной салатик от Керома и Стаса разного вкуса. Рома купил мармеладки Лего. Забыла, как они называются, эти палочки, покрытые шоколадом. Несколько видов. Такие роллы. Стас мне взял какой-то, я не пью пиво, не люблю, но это какой-то коктейль. Попробую. И еще один. Какой-то десертик. И еще один десертик. Помидорки. Все. Ну что, мы отправляемся дальше, покидаем Осаку и едем в Киото. Нам говорили, что Осака не самый интересный город в Японии. И мы заложили на него всего 2 дня. И мы об этом очень пожалели, ведь нам там понравилось. Напротив вокзала мы опять нашли очень хорошее место для завтрака. Записались в список ожидания и стояли, ждали свою очередь. Забрали из камеры хранения свой чемодан и отправились уже на свою станцию к поезду. Но предварительно мы купили себе блокноты для штампов, ведь это еще одно популярное развлечение в Японии. Не только для детей, но и для взрослых. Можно собрать целую коллекцию штампов путешествия по всей Японии. Наша следующая остановка – Киото.